Здравствуйте, меня зовут Евгений Волощенко. Я разработчик систем Microsoft Dynamics компании Smart Business. И сегодня мы поговорим... Мне не совсем удобно будет переключаться. Я попробую. Так. Сегодня мы поговорим о Data Entity, а точнее о методах на Data Entity. Разработчик при работе с Data Entity сталкивается с двумя задачами чаще всего. Это создание Data Entity и изменение существующей Data Entity. При создании либо изменении обычно возникает множество задач, связанных с какими-то конкретными бизнес-процессами, в том числе изменения данных при импорте или экспорте Data Entity на лету. И для этого необходимо знать, какие методы можно использовать и какие способы для реализации тех или иных бизнес-процессов. Итак, сегодня я бы хотел начать презентацию с представления моего демонстрационного примера, который я сделал для того, чтобы продемонстрировать несколько методов. И это Data Entity. Да. Программном коде шрифт увеличь, пожалуйста, там у тебя стоит 91%, если будет прям программный код, то нужно увеличить тогда. Да, хорошо, спасибо. Я увеличу. Итак, Data Entity. Данная Data Entity предназначена для загрузки файлов. Была создана таблица ECRS Color Translation, которая представляет собой описание цвета и его перевод. То есть у нас есть поле Color Translation, Description, ECRS Color, Language ID. Language ID — это язык перевода. И Translation ID — это номерная серия. Таким образом, при импорте или экспорте будет производиться импорт или экспорт информации о цвете, его перевод, а также файл, который представляет собой визуальное отображение данного цвета. Файл будет экспортироваться в таблицу DocuValue, и информация о файле туда же. Вот так. Для успешной работы с методами на Data Entity необходимо знать о таком классе фреймворка, как SysDataEntityPersister. Это класс, который доступен из AOT. Он системный, наследуется от класса DataEntityPersister, который недоступен из AOT, но доступен из системной документации. Данный класс фреймворка отвечает за поочередное выполнение всех необходимых методов на Data Entity и также выполнение необходимых проверок, то есть проверок датасорсов и проверок полей датасорсов на Data Entity, а также проверок полей самих Data Entity. И одна из ключевых особенностей работы с данным классом фреймворка является индивидуальная генерация наследника этого класса при компиляции каждой Data Entity. То есть я имею в виду, что для каждой Data Entity создается свой уникальный наследник данного класса. В моем случае это вот такой вот класс с таким именем. И этот класс, его особенность заключается в том, что он отвечает за работу с каждым датасорсом и каждым полем на датасорсах в отдельности. То есть все это выглядит приблизительно следующим образом. Вот этот класс. Сейчас я увеличу. Так, должно быть достаточно, да? Хорошо видно? Итак, здесь мы видим
К сожалению, все не помещается. Так, вот. Здесь мы видим методы, которые были сгенерированы при компиляции для каждого дата-сорса на моей дата-entity. То есть вот здесь видно, как были прописаны имена этих дата-сорсов для каждого по отдельности. Также есть методы, которые выполняют обработку каждого поля на дата-сорсе. И сейчас я к ним перейду, если у меня получится. Вот, и они пролетели вверх. Вот, пример использования полей на дата-сорсах. То есть мы видим, был сгенерирован метод для первого дата-сорса, метод для второго дата-сорса и также метод для третьего дата-сорса. Необходимо также учитывать, что данный класс, наследник sysDataEntityPersister, он недоступен из АОТ. То есть, по сути, работать с ним можно только для его изучения, ну, то есть в процессе дебагинга, и зайти в его код также можно только в процессе дебагинга. Также для успешной работы с DataEntity, с методами на DataEntity, необходимо знать о входящих параметрах в эти методы. Это DataEntity Runtime Context и DataEntity DataSource Runtime Context. Эти два параметра присутствуют как входящие параметры на всех методах, которые я буду рассматривать в данной презентации, и они передаются из метода в метод поочередно. Из их названий видно, что первый метод отвечает за буфер DataEntity, второй метод отвечает за буфер DataSource DataEntity. Метод DataEntity Runtime Context содержит в себе несколько полезных свойств и методов, которые позволяют извлекать в первую очередь свойства DataEntity, операцию базы данных, которая производится с DataEntity, а также DataSource по его имени. Из переменной, которая отвечает за буфер DataSource, можно извлекать такие параметры, как компания, то есть Data Area ID, проверку Data Effective фреймворка, то есть наличие реализации на данном DataSource фреймворка Data Effective. И, что немаловажно, позволяет установить тип операции базы данных. Это очень часто встречается в стандарте. Смена на лету типа операции, выполняемой с базой данных. То есть смена инсерта на update или на none. Вот такие методы я предлагаю сегодня рассмотреть. Это основные методы, которые используются при операции импорта из юзер-интерфейса, то есть с использованием Data Management Framework. Также метод postload используется при экспорте. Перейдем. Еще хотел бы уточнить, здесь эти методы представлены в очередности их вызова при выполнении команды import. Итак, метод postload. Метод postload — это ключевая точка входа при работе с юзер-интерфейсом, то есть при работе с Data Management Framework. Здесь мы можем наблюдать отсутствие входящих параметров, о которых я говорил выше. Это потому что в этом методе происходит работа Data Management Framework, который переносит данные из стейджинг таблицы, из буфера стейджинг таблицы в буфер DataEntity. И именно в этом методе в стандарте чаще всего встречается реализация, предназначенная для экспорта. То есть это присвоение значений полей во время экспорта. В моем случае мне необходимо было присвоить значение параметра attachment, который отвечает за мой файл. То есть это поле типа контейнер, в которое я должен передать свой файл из таблицы docuValue. Просто так сделать это не получилось, поэтому необходимо было вызвать на специальном классе специальный метод, который достает attachment as container из экземпляра таблицы docuref.
который я, соответственно, нахожу по параметрам по полям Data Area ID, Table ID и Rec ID. Также хотел бы продемонстрировать примеры стандарта. Так. Вот. Здесь происходит практически то же самое. То есть поля text value, currency value, integer value — это виртуальные поля на data entity. И, соответственно, здесь они заполняются в соответствии с параметром actual data type, точнее с переменной actual data type. Следующий метод default row. Данный метод предназначен для установки значений по умолчанию на полях data entity. Необходимо учитывать, что этот метод он предназначен для работы разработчиков, то есть он не вызывается системой автоматически, он вызывается из Data Management фреймворка. И он не устанавливает никакие значения по умолчанию автоматически. То есть этот метод предназначен для установки какой-то логики разработчикам. То есть в моем случае это была следующая реализация. Здесь я вызываю метод default_fields. Этот метод создал я, и он проверяет наличие определенных полей. То есть description, color translation. И если эти поля при импорте отсутствуют, заполняет поля какими-то значениями по умолчанию. Это для меня значение по умолчанию получается. Следующий метод persistentity. Тоже ключевой метод, но уже в работе с sysdataEntityPersister классом фреймворка. То есть это стартовая точка входа в sysdataEntityPersister, откуда начинается вызов всех последующих методов. Сейчас я это покажу. Вот, собственно, вот этот метод doPersistEntity, он вызывается из common persistEntity. То есть, так как dataEntity наследуется от common, на dataEntity вызывается метод persistEntity, он переходит в super, и из супера вызывается метод doPersistEntity, где, соответственно, производятся следующие действия. Валидация конфигурационного ключа, вызов делегата, с помощью которого можно вписываться в логику этого метода извне без оверлейеринга. Также проверка обязательных для заполнения виртуальных полей на dataEntity. И методы, о которых я буду рассказывать дальше, это initialize data source, map entity to data source, а также проверка выполняемой операции на dataEntity. То есть, ну и, соответственно, insert или update, или удаление данных. Этот метод в стандарте используется для контроля дальнейшей работы с dataEntity. Сейчас я покажу, что я имею в виду. Ой. Как всегда, папку открыл. Или Internet Explorer.
Да. Здесь мы видим интересную штуку. В зависимости от работы метода проверки наличия пенсионных обязательств, либо выполняется супер, либо нет. Это означает, что либо будет происходить дальнейшая работа с Data Entity Persister класса фреймворка, либо нет. Это, в свою очередь, означает, что либо будет производиться вставка или апдейт, или удаление данных, либо не будет происходить ничего. То есть, получается болванка. А также, этот метод в стандарте используется для пропуска валидации полей. Значит, в этом методе до вызова super можно вызвать метод skip DataSourceValidateField, который всего принимает два значения. Это FieldID и параметр TrueFalse. FieldID необходимо учитывать, что FieldID берется из DataEntity, не из буфера DataSource. И сейчас я покажу, что означает пропуск этой проверки. И вот, параметр метод skip DataSourceValidateField возвращает булевое значение, и в зависимости от того значения, которое он возвращает, либо выполняется логика вот этого метода validate mapped DataSourceField, либо нет. А это, в свою очередь, означает, что либо будет проверяться, происходить такие проверки, как проверка country region кода, сейчас вниз. Также проверка validate DataSourceField, которая делает следующее. Которая, в свою очередь, вызывает проверку doValidate DataSourceField. И все медленно происходит. Куда-то я уехал. Так. Старый добрый поиск нам должен помочь. Что пишет? О, так, doValidate DataSourceField, вот он. И здесь происходит проверка параметров, точнее свойств DataEntity, таких как allow edit on create и allow edit. То есть, если мы вызовем метод skip DataSourceValidateField для конкретного поля и добавим параметр true, то, соответственно, мы пропустим валидации allow edit on create. Метод initialize entity dataSource предназначен для инициализации буферов датасорсов. И самое стандартное, самое наиболее часто встречаемое применение, сейчас я покажу, это подмена значений в буфере. То есть, в принципе, то, что чаще всего всех и интересует. Ой. Вот. Здесь мы видим, в зависимости от имени текущего датасорса, то есть еще хочу уточнить, все методы, они выполняются по очереди для каждого датасорса. То есть в зависимости от имени текущего датасорса, которое мы получаем из входящего параметра DataSourceContext, мы присваиваем полю на буфере Document Attachment Type Legal Entity ID значение поля Data Entity Purchase Agreement Legal Entity ID. И, соответственно, в дальнейшем это поле
может как-то повлиять на вставку или на апдейт значений на данном буфере. Также интересное свойство — это пропуск или запуск skip_data_methods на данном методе. Ну, реализация очевидна. Я ее продемонстрирую. Вот. Собственно, опять же, в зависимости от имени конкретного дата-сорса, ну, то есть мы хотим пропустить проверку skip_data_methods на конкретном дата-сорсе. Мы это делаем, и к чему это приводит? Очень такая, может быть, кому-то полезная вещь. Но сейчас попробуем открыть. Опять же, переходим в sysdataEntityPersister класс фреймворка, в котором происходит вся обработка. Что мы видим? С помощью метода skip_data_methods мы можем изменять, ну, то есть мы можем выбирать либо делать insert, либо делать doInsert. Конечно же, не рекомендуется применять этот подход на свой страх и риск, поскольку очевидно, что метод insert, он может быть переопределен разработчиком, который рассчитывает на то, что этот метод будет вызываться. И если его не вызвать, то произойдет непредвиденное. То же самое с методом update и doUpdate. Их вызов зависит от возвращаемого значения skip_data_methods. И еще одним стандартным применением данного метода initializeEntityDataSource является пропуск или запуск skip_validate_write. Это метод, который будет запускать или пропускать стандартную операцию validate_write на буфере дата-сорса. То есть стандартный метод validate_write common, который вызывается на буфере дата-сорса. То есть эту проверку мы тоже по желанию можем пропустить. В противном случае возникает довольно-таки частая ошибка validate_write failed on data_source и имя дата-сорса. На данной схеме изображена цепочка вызова. К сожалению, побольше, я думаю, не получится. А с F5 получится, но с самого начала. Так лучше, а так хуже. Initialize data_source. В схеме стоит заметить, что метод называется initializeDataSources неспроста, потому что это метод на sysdataEntityPersister классе фреймворка, который в свою очередь вызывает метод initializeDataSource уже на DataEntity. Ну и, как я и говорил, для каждого дата-сорса метод отрабатывает по отдельности, то есть проверка на наличие дополнительных дата-сорсов на DataEntity и вызывается метод. После чего переходит к завершению вызова. И здесь представлена схема уже самого метода initializeDataSource, который вызывается на DataEntity. Еще одним применением метода является пропуск initValue. То есть мы в этом методе можем вызвать this.skipInitValue, что приведет к отмене вызова initValue на буфере.
привычка. Понял. Мгм. Отлично. Спасибо. Да, я уже понял. Итак, следующий метод map entity to data source. Очевидно, метод производит маппинг полей data entity с полями на data source. Это означает, что значение поля на data entity присваивается значению поля на data source. Это все происходит в классе фреймворка sysDataEntityPersister. И, соответственно, этот метод используется, в моем случае, как представлено здесь в коде, он был использован для загрузки файла в мой буфер. То есть я не могу просто так загрузить файл, мне необходимо на буфере вызвать метод attach file to docuValue. То есть я передаю туда свой контейнер с файлом, и далее механизм данного метода его обрабатывает и передает в таблицу docuValue. Также одно из интересных и полезных применений данного метода – это подмена текущей операции с базой данных. На примере это выглядит следующим образом. Вот. В зависимости от проверки, которая происходит в этом методе, то есть наличие наличие имейла, допустим, и в зависимости от этой проверки операция, выполняемая на data source, подменяется на none. То есть если у нас был insert или update или delete, то теперь будет none. Ничего не будет с data source происходить в базе данных. Ну и Shift F5. Ура. И, собственно, схема работы этого метода. Здесь мы видим метод, который вызывается на DataEntity. Опять же, он вызывается из sysDataEntityPersister. Ну и стандартная проверка наличия дополнительных дата-сорсов, если дата вызывается по кругу. И здесь есть валидации, проверки дата-сорсов, точнее data-entity, в зависимости от которых либо получаем ошибку, либо операция метода заканчивается. И теперь посмотрим на map entity to data source, метод, который на data-entity конкретно. Здесь происходит маппинг, то есть присвоение значений. И вот как раз здесь вот эта проверка skip data source validate field, о которой я говорил ранее, которую можно включить или выключить. Ну и в зависимости от этой проверки мы видим, что либо что-то происходит, либо нет. Ну, то есть операция с data source происходит, либо нет. Find entity data source. Метод, который можно сравнить с методом find на таблице, ну, с тем, который, допустим, создан разработчиком. И в стандарте его применение, одно из применений, это возвращение значения буфера data source, который соединен, который используется через outer join.
Вот. Здесь мы видим, что в случае отработки метода findIdentityDataSource на датасорсе docuref нам необходимо вернуть правильное значение docuref, так как docuref сам по себе содержит огромное множество данных, нам они все не нужны, нам нужны только данные, которые будут относиться к конкретной таблице InventTable. И эту таблицу мы ищем по текущему айтему на текущей строке. Ну и в соответствии мы подменяем возвращаемое значение вместо super, мы возвращаем найденный docuref. Метод updateEntityDataSource наравне с методом insertEntityDataSource вызывается при операции update, либо в случае insertEntityDataSource при операции insert. Здесь также можно сменить операцию с update на doUpdate тем же способом вызовом метода skipDataMethods. Или в случае с методом insert сменить операцию с doInsert с insert на doInsert. Ну, опять же, это не очень хорошо. И в моем примере я данный метод использовал следующим образом. Ага, куда-то он исчез. Странно, но главное, что сохранился скриншот. Итак, здесь я осуществляю проверку, осуществляю switch case по датасорсам, и если я получаю dataSource is docuref entity, и при этом импортируемый, или точнее файл attachment, который апдейтит текущий датасорс, равняется нулю, то я не хочу выполнять операцию с базой данных. То есть я не хочу апдейтить запись в docuref value и заменять мой файл на отсутствие моего файла. Схема вызова методов insert dataSource и update dataSource. Здесь здесь мы видим, вызывается при инсерте default row, также validate write, про который я уже упоминал, и то же самое на апдейте. Ну и в зависимости от результата проверки, либо ошибка, либо insert. И вот здесь как раз, если мы пропустим validate write, то будет переход на insert. Да. Если мы пропустим все проверки и операцию баз данных позначим как null, то у нас, по сути, ничего не произойдет. Конечно. То есть данные будут при импорте только в стейдж, в табличке, как таблиты, но, по сути, они не вставятся. В стейджинг таблицу они будут вставлены, а в текущий, в конкретный датасорс нет. Никаких ошибок не будет, и они как бы будут показаны как вставлены, но на самом деле ничего не произойдет. Они не будут показаны как вставлены. Просто ничего не произойдет. То есть у тебя операция завершится успешно, и ничего не произойдет. В Data Management Framework выведется сообщение о том, что операция завершена, и все. Ты же из Data Management Framework не видишь, произошла у тебя вставка или нет. У тебя только появляется сообщение о том, что операция завершена успешно или нет. Там же есть информация о том, сколько полей
Стейджинг, да. Да. В Data Source вроде нет. То есть только в стейджинг. Ну, да. И последний метод map data source to entity, он производит обратную операцию методу map entity to data source, то есть он присваивает значение буфера data source значению буфера entity. Сначала я бы хотел продемонстрировать его применение в стандарте. Вот, собственно, здесь мы видим, что происходит присвоение датасорсу значения... это, ну да, не тот метод. Вот. Да, и здесь мы, собственно, видим обработку датасорса, то есть вставку значений из data entity, из буфера data entity в буфер датасорса. Я не мог понять долго, зачем это нужно, зачем это необходимо. И выяснил, что данный метод, он в первую очередь предназначен для вставки системных полей, таких как RecID или RecVersion. И, соответственно, если представить следующий пример, у нас есть data entity, в которой 100 полей, и при импорте мы загружаем информацию в 3 поля. Остальные поля заполняются динамически. Соответственно, в конце операции, в конце этого цикла буфер на data entity будет заполнен, сама data entity заполнена не будет. Но при вызове данного метода буфер data entity также заполнится. Это в первую очередь целостность данных, а во вторую очередь это возможность работать с этим буфером. То есть после присвоения полей RecID, RecVersion, системных полей, полям, значений системных полей, полям на data entity, мы можем, собственно, в контексте операции работать с записями на data entity. Ну и в конце хотел бы показать call stack данных методов. Это может быть полезным для разработчиков в виде шпаргалки, либо просто для ознакомления. То есть здесь, конечно, не представлены все методы, то есть здесь представлены методы, которые я перечислил в первую очередь. Я посчитал, что методы, которые присутствуют на data entity и присутствуют на таблицах, они не особо интересны в данном контексте. То есть callstack при экспорте выглядит вот так. То есть, опять же, повторюсь, это экспорт с помощью Data Management Framework, и поэтому мы видим здесь только метод postload, который работает из Data Management Framework. И callstack при импорте. То есть здесь оранжевым я выделил события, с которыми можно работать и нужно работать при изменении существующей стандартной data entity, а также callstack при выполнении команды insert из кода, то есть при работе с data entity напрямую. И здесь, опять же, мы видим, отсутствует метод postload, default row, которые работают с Data Management Framework. Ну и приблизительно та же картина с callstack при выполнении операции update. Итак, ключевая идея моего доклада, хотелось бы попытаться ее донести, в том, что если разработчику необходимо
начинать работу с методами на Data Entity и понимать, как они работают, либо какие методы использовать, в первую очередь стоит обращаться в класс фреймворка SysDataEntityPersister, а также необходимо обращаться в класс наследник, который генерируется при компиляции каждой Data Entity по отдельности. Там тоже очень интересная заложена логика, которая поможет при дальнейшей работе и при разборе, при исправлении ошибок в первую очередь.